Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую случайных зрителей, подписчикам же крепко жму руку. В этом видео мы с вами обозреваем сразу 5 радиостанций Лира. Как только у меня появилась такая возможность собрать в одном видео сразу целых 5 станций, я ей пользуюсь. И сейчас кратко по полочкам постараюсь вам рассказать, в чем отличие радиостанций этой компании, например, от радиостанции Baofeng. Что ж, и сразу после заставки канала погнали! Итак, радиостанции Лира, они у нас являются чуть более дорогими, чем, например, радиостанции от Baofeng, но более дешевыми, чем такие же профессиональные станции, например, от Yaesu. Но с Yaesu все понятно, там они действительно настолько наворочены, что, как правило, их простые радиолюбители обычно не приобретают. Зачастую у нас с вами на руках какие-нибудь станции, что-нибудь типа Baofeng UV5R, наверное, самая распространенная радиостанция на просторах России в данное время. Но, тем не менее, существует очень похожий тоже LPD радиостанция от Лира уже профессионального качества. Имеет ли смысл переплачивать за такие станции? Я для себя на этот вопрос ответил положительно и объясню почему. Недавно у меня на работе нужно было ратифицировать охранника, который у нас общался собственно говоря, с группой охранной и в том числе еще и с дирекцией. То есть у него должна была быть рация двухдиапазонная. И так как на тот момент я знал только о радиостанции V82, что она достаточно удобная, двухдиапазонная, было принято решение этому охраннику выдать именно V82. Но оказалось, что спустя примерно год пользования радиостанцией у нее подвалилось практически все, что возможно. У нее уже вывалился полностью коннектор с подключением антенны. У нее уже ушатался полностью аккумулятор. Рация практически не работоспособна, пользоваться ей невозможно. И это по прошествии всего-навсего год активной эксплуатации. При этом, при всем, прочие эксплуатационные характеристики, например, такая как четкость звука, у Baofeng, как я уже практически проверил в одном из прошлых тестов, вот вверху здесь будет ссылочка на тот прошлый тест, намного у Baofeng хуже звук. У Лира звук намного более чистый, и это достигается гораздо более качественной элементной базой, которая у нас здесь использована. Конечно же, элементная база более качественная, нам дороже, именно поэтому радиостанции несколько более дорогие. В частности, здесь перед нами станция CP115. Ее стоимость примерно 1700 рублей. Такая вот малютка, но она очень любопытна тем, что в ней используется аккумулятор 18650 съемный. Я об этой радиостанции тоже уже видео снимал. Вот здесь вверху экрана, кому интересно, тоже можно перейти. При практическом тесте эта станция у меня пробила практически на 8 километров, и это тоже удивительно. Следующая станция у нас здесь представлена CP215H. Вот такая станция, уже не двухваттная, как была вот эта малышка CP115, а мощностью выходной до 5 Вт. Кстати, все рации здесь у нас 16-канальные. Стоимость CP215H примерно 3400 рублей. Вес 245 грамм. И аккумулятор 3200 здесь уже, да. Следующая станция у нас тоже из линейки CP, это CP515. То есть вот эти три рации у нас. CP-шки я бы так назвал, это более, так скажем, штатские радиостанции. Все-таки это для строителей, для связи оперативных служб и так далее. Эта станция у нас тоже 5-ваттная, тоже 16 каналов, 250 грамм общий вес, 3500 мАч литионный аккумулятор, и стоимость этой рации примерно 4800 рублей. Далее у нас идет уже серия P, то есть это уже профессиональные рации, которые более защищены, и они больше подходят, в частности, например, для охраны и для всепогодного использования. Это у нас рация P312 с выходной мощностью 4 Вт, точно так же 16 каналов, вес 247 грамм, аккумулятор 2500 мАч. Здесь у нас уже литий-полимерный аккумулятор. Стоимость этой рации примерно 6000 рублей. И станция у нас заявлена в соответствии с так называемым стандартом Military Standard 810E, то есть погодная. Ну а также самая дорогостоящая в моем обзоре радиостанция это P512H, до 8 Вт выходная мощность, тоже 16 каналов, 280 грамм, самая тяжелая на всех этих
этих раций, 2500 мАч литий полимерный аккумулятор, стоимость 7500 рублей. Все эти рации характеризуются честными аккумуляторами, то есть все, что заявлено производителем, оно даже с запасом перекрывается, то есть радиостанции все эти, как минимум при очень интенсивной работе, способны выдержать до целых суток активных переговоров. Вот. В нормальном таком стандартном режиме радиостанции выдерживают до недели, и это обычное явление. При этом, при всем, как я уже сказал, гораздо более четкий, ясный звук по сравнению с дешевкой Baofeng. И это легко можно даже услышать по вот тому тесту, который я здесь вверху экрана приводил. Все эти рации изготовлены в очень прочных корпусах, то есть такое противоударное такое, ну и влагозащищенное. Здесь просто влагозащищенное. Здесь же можно вполне серьезно подмыть под струей воды, и им ничего абсолютно не будет. И это очень здорово. Конечно же, в том случае с охранником, который ушатал за год одну рацию UV-82, естественно, вторую UV-82 мы ему уже не покупали. Естественно, мы ему взяли профессиональную рацию из линейки Lyra. Если говорить о недостатках по сравнению с тем же Baofeng, например, да, конечно же, у Lyra есть недостатки, то есть нет ничего идеального. В частности, здесь чуть больше заморочек с программированием этих раций. Но в оправдании могу сказать, что на самом деле наша служба охраны до сих пор не доросла, можно так сказать, даже до правильного программирования даже Baofeng. Почему? До сих пор они не разграничили группы, до сих пор они периодически слышат переговоры там курьеров, строителей, которые на районе что-то делают. Вот. Хотя это все разделяется, нужен, конечно же, кабель для программирования, либо нужно запрограммировать при помощи клавиатуры вот на тех рациях, где есть дисплей. Там можно, в принципе, эти режимы выбрать, субтона, субчастоты. Например, DCS можно выбрать какой-то в субтон. И все сотрудники, которые должны друг друга слушать, они встают на один субтон и после этого слышат только друг друга. Да, этот субтон не защищает их от прослушивания другими людьми, они их также могут слышать, но поучаствовать в общении они не смогут. Очень удобно, что производитель уже станции прошивает на первые каналы LPD диапазонов, они у нас на территории России как раз таки разрешены, и достав рацию прямо из коробки, вы можете уже ее включать и ей пользоваться, то есть вы ничего не нарушите, но не будет вот этого самого разделения групп, то есть вы будете слышать всех, кто общается на выбранном вами канале. У большинства этих радиостанций совместимые между собой антенны, то есть их спокойно можно переставлять местами. Да, у CP115, конечно, антенна встроена, здесь с ней ничего не сделаешь. И если мы берем радиостанцию профессионального характера, мы уже гарантированно защищены от быстрых поломок радиостанции, от преждевременной смерти аккумулятора, как может, в принципе, у Baofeng в любой момент случиться. Вот у меня, например, две радиостанции вообще умерли аккумуляторы в течение 2 месяцев после покупки. Ну, просто попалась, видимо, какая-то бракованная серия. Да, в общем-то, и не мудрено, потому что рации я покупал по принципу, где дешевле, там и возьму. Здесь же все уже по-серьезному. Радиостанции свои положенные 5 лет уж точно отходят, а то и больше. Ну что ж, а теперь давайте попробуем покупать какой-нибудь из этих радиостанций, дабы проверить, насколько она действительно у нас влагозащищенная. Ну, например, давайте начнем с P312. Уж больно она симпатичная, больше всего мне нравится. Погнали. Ну что ж, купать я буду в ванной, под душем. Ну, поехали. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Ну что ж, дождь закончился, проверяем еще раз работоспособность. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Радиостанция очень близко находится, поэтому фонит. Раз, 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 раз. Как видите сами, все прекрасно работает. Ну что ж, теперь купаем вторую радиостанцию. Теперь мы купаем P512H. Погнали. Раз, раз, раз.
Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Допустим, дождь закончился, проверяем. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, раз, раз. Раз, 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 раз. Ну, сами слышите, все нормально, рация работоспособна. Так, ну что ж, вот мы с вами покупали радиостанции, я их немножко вытер. Вот, IP312, IP512H. Еще раз проверим. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз. Раз, 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 раз. Да, конечно, класс радиостанции 512 намного выше, даже видите, вот этого фона даже у нее не наблюдается, как-то она это дело умудряется погасить, это прикольно. Но, конечно, стоимость здесь повыше немножко. Радиостанции линейки CP, они также защищены от воды, но совсем уж их купать, конечно, нежелательно в воде, но попадание под дождь они прекрасно выдерживают. Так, ну что же, а следующий наш тест будет проверка на ударопрочность. Вот влага я, в принципе, на самом деле даже не особо тщательно и протирал. Рация влагозащищенная. Так, сейчас мы их будем с вами ронять. Так, какие у нас условия? Ронять я буду, ну, хотя бы, например, с метра, то есть обычное использование. То есть вы идете с рацией, запнулись, упала рация, например, ударилась. Пол у меня линолеум, то есть под линолеум у меня бетон. Так, соответственно, роняем с метра несколько раз. По-разному. Что ж, поехали. Самые разные падения возможны. Как раз вода из радиостанции после влажного теста немножко и стекла на пол. Так что хороший метод посушить рацию, покидать ее. Единственный, конечно, момент, если радиостанция падает вниз антенной, то антенна может сломаться. Конечно же, антенна — это расходный материал. В частности, я, например, недавно уронил таким образом радиостанцию от Баофенга. У меня причем антенна была оригинальная Nagoya. Ну и, в общем-то, антенна, конечно же, здесь поломалась. В общем, пришлось ее утилизировать. Вот, в принципе, антенны, они не такие прочные сами по себе. Здесь их бронированную сделать антенну нельзя. Хотя вот, в принципе, такие антенны, наверное, чуть-чуть более долговечны все-таки, потому что они более жесткие. Вот эти вот гнущиеся сломать, конечно же, попроще. Сами видите, рациям ничего не происходит. Но могут, конечно, немножко поцарапаться пластиковые корпуса. Может, конечно же, даже отлететь иногда аккумулятор при очень большом падении. Ну, например, со второго этажа, если ее бросить, может аккумулятор отстегнуться. Но ничего поломаться, в общем-то, не должно. Здесь радиостанции очень прочные, показывают себя самым наилучшим образом. Именно поэтому мы и выбрали именно такую радиостанцию для своей охраны. Как говорится, скупой платит дважды, и каждый год покупать новый Баофенг в конечном счете выходит, конечно же, дороже. Ну что ж, я возвращаюсь на стол. Вот у меня уже и помытые, и при помощи многократного падения посушенные рации. Полностью работоспособные, все с ними в порядке. Даже я не наблюдаю ни одной царапинки на самом деле на них. Рации очень крутые. Для серьезного применения это must have. Все ссылки на эти рации на приобретение смотрите в описании под видео. Если у вас после просмотра видео остались любые вопросы, смело пишите их в комментариях. Я люблю вопросы, всегда докапываюсь до правильного ответа на них.
Чуть позже я планирую снять еще отдельное видео по программированию радиостанций. В любом случае, тем, кто столкнулся с поломкой вашего Баофенга, настоятельно рекомендую подумайте, чем покупать еще один Баофенг, да, может быть все-таки купить один раз, но более серьезную какую-то радиостанцию. В том числе одним из возможных вариантов может быть одна из радиостанций, которые я обозревал сегодня в этом видео, или других радиостанций этой компании, ну либо других компаний, производящих профессиональные радиостанции. Дешевизна, конечно, дешевизной, все это здорово, хорошо, как первая рация для ознакомления вообще с радиосвязью, с принципами работы, но когда требуется уже серьезно работать, нужно, конечно же, стараться использовать что-то более серьезное. Все, друзья, я вас благодарю на этом за просмотр моего видео до конца. Спонсорами данного видео является компания Radiomover, радиостанции марки Lyra. Естественно, если вам видео понравилось, не забываем поставить лайк. Если не подписаны на канал, обязательно подписываемся и нажимаем на колокольчик. Желаю вам устойчивого коннекта. Все, друзья, всем удачи, пока!